Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA Vice City Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Томас Томми Версатити. Томас Томми Версатити, персонаж серии GTA, который появляется как главный герой GTA Vice City Definitive Edition. Он также упоминается в введении короткометражном фильме приквеле к GTA San Andreas и в самой игре во время миссии мясной бизнес бывшего друга и юриста Кена Розенберга. Томас Версатити родился в Либерти-Сити в 1951 году. Его отец работал в типографии, и в детстве Томми вместе с ним чистил ролики. Томми планировал пойти по стопам своего отца, но, по его собственным словам, жил другой жизнью. Диалог, произнесенный Томми во время драки, указывает на то, что у него были плохие отношения с своей матерью. В детстве Томми подружился со своим будущим работодателем, Сонни Форелли. Незадолго до 1971 года Томми присоединился к преступной семье Форелли, одной из трех главных мафиозных семей Либерти-Сити и самой могущественной на то время. Он продолжал работать в семье Форелли, продвигаясь по служебной лестнице и предположительно став состоявшимся человеком к тому времени, когда ему исполнилось 20 лет. В 1971 году Сонни Форелли, глава семьи, все больше опасаясь протестующей власти Томми, попытался устроить ему засаду под видом убийства в Харвуде. Томми выжил после убийства и всех людей, которые были посланы убить его, но был арестован и осужден по 11 пунктам обвинений в убийстве. Томми был приговорен к смертной казни за убийство, но поскольку он хранил молчание и не предоставил никаких улик против семьи Форелли, Сонни воспользовался связями в суде, чтобы смягчить приговор. Томми оставил в тюрьме 50 лет, оказалось разглашать какие-то либо семейные секреты Форелли. Полиция Лос-Анджелеса пресса призывала его мясником из Харвуда. В 1986 году Томми его освобождает из тюрьмы после того, как Сонни дергает за какие-то ниточки. Опасаясь, что Томми слишком хорошо известен в Либерти-Сити, а также желая расширить торговлю наркотиками на юге, Сонни отправляет Томми в Вайс-Сити. Томми Версатити продолжал руководить преступным миром Вайс-Сити после 1986 года. В течение этого времени отношения к Томми с Кеном становились все более напряженными из-за кокаиновой зависимости Кена. В конце концов, Томми отправил Кена на реабилитацию в медицинский центр Форт Карсон в Сан-Андреасе. Хотя Кен прошел реабилитацию и избавился от своей зависимости, когда в 1992 году Томми отказался разговаривать с ним после этого и, по сути, разорвал все связи. Томми также упоминается на веб-сайте Кента Пола в 2001 году в списке социальных проблем 1980-х. Это может означать, что Томми все еще жив и находится у власти в начале 90-х. 2000-х. Работа на семью Форелли сделала Томаса хладнокровным и расчетливым. У него довольно жестокий характер, скорее всего из-за его 15-летнего срока в тюрьме. Томми всегда собран, любит стабильность и порядок во всем. Все это подкрепляет его хорошим лидерским качеством, что делает его хорошим доном и надежным человеком. Томми также умеет совладать со своим гневом и в то время же быстро и без проблем пригнуть к насилию. Однако Томми имеет более мягкую сторону. Это видимо в его отношениях к Мерседес Кортес и Эрнесту Келли, к которому он относится едва ли не как к отцу. Доверие друзьям, подкрепленное легкой наивностью, не раз доставляло Томми неприятности, как это было с предоставленным Лэнсом Венсом, или когда один из людей Томми подвел его, когда минировал кафе хозяина, которого отказался платить за крышу. Однако со временем эта наивность пропадает. Томми смог догадаться, что этот Сонни Форелли подставил его в харвудском инциденте. Также Томми подорвалось доверие к близким. Это оказывается случаем с Кеном Розенбергом, который подсел на кокаин. Томми просто отправил его лечиться в Сан-Андрес, после чего оборвал с ним все связи. Томми американец итальянского происхождения, изображается высоким, смуглым, красивой внешностью, с причесанным темно-каштановыми, почти черными волосами, карими глаза и темным фелошландом. Впервые он появляется в светло-синем зеленом гавайском рубашке с темно-синими пальцами.
пальмами, украшенными жемчужным ожерельем, серебряным цепочком в Definity Edition, золотых часах на левом запястье, потерянных синих джинсах и белых кроссовках. У него есть и другие наряды, его внешность можно полностью изменить с помощью настройки скина игрока. Новая функция GTA Vice City Definity Edition, позволяющая игрокам создавать пользовательские текстуры для моделей игрока по умолчанию и применять их в игре. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Разработчики использовали образ Томми Монтаны, наркобарона из фильма «Лицо со шрамом» в ходе игры. Видно, что у них с Томми есть ряд схожих признаков, однако оказываешься в изгнании. Они оба прибывают в Майами. Vice City является его прототипом. В гавайской рубашке приходят к власти с помощью насилия, имеют общий характер, работают как наемных убийц, а также отбирают особняк и бизнес у своих бывших боссов. Особняк в Версете изменение копии особняка Монтана. Лео Тиль, Гонсалес, Пьеро Леопонс, Рикардо Диас, Педро Гарсия, Лэнс Венс, Сонни Форелли, Пепе Кем Джонас. Первый протагонист, который получил свой голос озвучивания, его озвучивал Рэй Лиотта. Первый протагонист, у которого есть свой мафиозный клан, второй Виктор Венс. Самый старший из протагонистов 3D-вселенной. По своей роли Томми напоминает протагониста DLC Джимми Винтенде к Мафии 2, Джеймса Карлеону. Они оба были наемными убийцами для мафии, оба были подставлены и посажены на 15 лет, и в конце игры они убивают своих же боссов. Один из костюмов Томми отличается от костюма Тони Монтаны, только цветом рубашки. Тони Монтана также послужил прототипом для него. В бета-версии игры Томми был старше, имел другое лицо и носил голубую, а не бирюзовую гавайскую рубашку. Рубашку Томми можно найти в гардеробе Виктора Венса в GTA Vice City Stories. Наряду с другими протагонистами 3D-вселенной имя Томми было обнаружено на граффити в GTA 4, в котором говорится, что эти герои мертвы, но скорее всего это означает конец вселенной 3D и начало вселенной HDR, а не смерть протагонистов. В миссии «Мясной бизнес» в GTA San Andreas Definity Edition может произойти маленький диалог между Кеном Розенбергом и Карлом Джонсоном. У Томми есть несколько уникальных черт по сравнению с другими главными героями GTA. Он заговорил первым, хотя технически эта часть принадлежит Тони Сиприани из GTA 3 Definity Edition, который фактически не был признан главным героем до GTA Liberty City Stories, которая была выпущена после GTA Vice City. Он также был первым протагонистом из 3D-вселенной, получивший имя Клод. Из GTA 3 Definity Edition не был назван до GTA San Andreas Definity Edition, а Тони Сиприани официально не становился протагонистом до GTA Vice City Stories. Liberty City Stories. Он также был единственным устным протагонистом GTA, который никогда не произносит слово «трахаться». Вместо этого он часто произносит слово «придурок» на протяжении всей игры. В GTA 4 вокруг карты найдено граффити с именем Томми и другими главными героями 3D-вселенной. В нем говорится, что все они мертвы. Позже Rockstar Games подтвердили, что это была маленькая шутка для фанатов серии. В видеоигре Drive предоставлены персонажи в гавайской рубашке, известный как Тимми Вермишелли, спрятанный на каждом из 3 основных карт, которые можно убить, чтобы разблокировать бонус, что является пародии как на Томми, так и на систему скрытых пакетов в играх GTA. Кроме того, персонаж Тимми Вермишелли носил надувные нарукавные повязки, высмеиваясь тот факт, что Томми Версетти не умеет плавать и умереть, войдя в воду.
Во введении Кен Розенберг звонит Томми Версетти, но Томми молчит, потому что у Рэя Лиотты возник спор с Rockstar Games о том, сколько усилий он вложил в GTA Vice City, поэтому голос Томми не был записан. Диктор на мемориальном стадионе Хаймана, кажется, узнает Томми по фамилии, поскольку он ссылается на него во многих диалогах во время событий на стадионе. Согласно случайному диалогу, объявлению, когда Томми забирает контрольные точки в Блоумедс, когда-то они весил 90 фунтов. В начале ролика из пушечного мяса показано, что Томми владеет двумя языками, или, по крайней мере, владеет базовым знанием испанского, когда он заказывает кофе у Альберта Рубина на испанском. Томми, наряду с другими главными героями 3D-вселенной, упоминается в пасхальном яйце с граффити в GTA 4. Как подтверждает Rockstar Games, это пасхальное яйцо просто в память о том, что GTA 4 положил начало новому канону, официально названному HD. Позже, после вопросов и ответов Rockstar Games официально заявил, что это пасхальное яйцо — небольшая шутка для наших фанатов. Главные герои и основные сюжетные персонажи из предыдущей вселенной, включая Томми, никогда не существовали в HD. В вселенной существуют только фоновые элементы, включая бренды и персонажи радиостанции знаменитости. Это означает, что ни один из событий из GTA Vice City Definitive Edition не является каноничным для GTA 4. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей. И вы сможете посмотреть этот фейл-момент. И на этом история про Томми Версетти из игры GTA Vice City Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который сейчас видите у меня на экране. На лайк, колокольчик и подписывайтесь на канал. С вами был Михаил из канала Fake Maker. Всем пока.